Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы поговорим про ароматы, которые я приобрела этой весной. И я хочу начать с тех, которые у меня еще не были в обзорах. Это Монталь, и это шоколад Криди. И я думаю, что с этим ароматом знакомы многие, он уже шумел. Это гурманика 100%, это шоколадные печеньки и много-много ванили. Мне прям очень-очень захотелось шоколада. Я стала искать ароматы с этой нотой, с какао, с шоколадом. И вот, конечно же, конечно, когда ты хочешь шоколадки, нельзя обходить стороной этот аромат. Я вообще в восторге, да, мне очень нравится. Вот насколько он мне вообще не заходил. Я ходила и вот тестировала и просто не понимала, что это такое. Вот потом как зашел, что я его носила, когда было еще немного прохладно. Ну вот у нас сегодня пасмурно. Сегодня я вечером буду в этом аромате смотреть сериал и пить какао, возможно, или чай, не знаю. А второй аромат, тоже не рассказывала, это Лео от Тициана Теренси, 15 миллилитров, и это духи. То есть аромат очень насыщенный, очень стойкий, но при этом он не будет шлейфить и не будет, да, все вокруг уничтожать. Но база тут, ну, этого аромата немножечко имеет отголоски кирки, да, это надо иметь в виду. Вообще его вот сложно описать, но он однозначно тоже какой-то вот с уклоном в гурманику. Тут фрукты, тут есть немножечко мускуса, древесности, и, возможно, тут есть амбра, да, ну что-то вот сладкое такое, тягучее, немножечко такой горчинки. Я не знаю, я бы сказала, что это лаванда, вот такая сухая лаванда дает такую горчинку. Или чай мате, ну, что-то вот такое. Может, даже матча чай дает такую горчинку. Мне очень это нравится. Я даже кирки полюбила в какой-то момент, поэтому вот эти вот отголоски меня совсем не отпугивают. И вот эта серия ароматов, она посвящена знакам зодиака. Я лев по знаку зодиака, поэтому я выбрала этот аромат. Я его вслепую взяла. Мне очень нравится. Очень. Вот слепую я, кстати, как я не советую делать, да, потому что этот мускус или амбр-деревяшки, кто-то называет кирки, могут все-таки не сесть. Но мне понравилось. И третий аромат Chalet of Chocolate. По-испански прочитала. Ну, в общем, ладно. HFC. И это тоже про шоколад. Я читала отзывы на Фрагрантике. И там кто-то писал: ой, это прям такой шоколад, такой шоколад. Я так рада, что я его купила. Кто-то писал: это бабушкин сундук, это вообще где вы шоколад нашли. И знаете почему? Потому что тут не шоколад, тут шоколадные пачули. Вот в тот пик, когда мне хотелось именно шоколада, и у меня появился аромат, я подумала, это вообще не то, мне вообще не понравилось. И я его на запястье нанесла, а потом на себя не стала наносить. А тут, да, когда вот меня уже отпустило, да, это шоколадомания, я нанесла этот аромат на себя, и прям вообще кайф. Да, тут шоколадные пачули, тут не шоколад. Но тут есть отголоски, как будто бы Angel Share от Kilian. И, мне сейчас получилось сказать share. Я поняла, что я практикую испанскую фонетику, и у меня стало получаться английская. Круто. Так вот, значит, есть его отголоски, то есть вот это дерево, дуб такой дорогой, да, дубовая бочка, алкогольность, какой-то вот там есть печеное яблочко с корицей в Angel Share, я чувствую. Но здесь вот что-то такое же есть. Теплое, печеное. И я чувствую тут ром, кстати. Да, тут не коньяк, как там, а тут ром. Ром для меня вот имеет такой немножко изюм. Я его так чувствую, как будто бы изюм. Короче, мне очень понравилось. Если не искать шоколад в этом аромате, понимать, что это все-таки пачули, да, которые вот сундуки, это вот к ним как раз-таки. Если не искать, а вот искать такой Angel Share плюс пачули шоколадные, то это вот, это он. И я его ношу сейчас. У нас еще не тепло, не жарко.
Ну, тепло, но как-то ветрено, и ночью вообще до +9 это в Испании так зимой даже бывает. Так, ну все, теперь перейдем к тому, о чем я уже упоминала, вскользь или не вскользь. Сейчас расскажу. А давайте вот сразу же и начнем по а, от Леванта. Киллиан I Don't Need a Prince by, и эта версия о Фреше. Это лимитка 23 года. Ну вот они выпустили ее, продавали, и теперь она уже не продается. Видимо, они ее сразу же и сняли. Не знаю почему. Это лимоны и теплая такая база маршмеллоу. Бергамот заявлен, но я чувствую такой яркий кислый лимон. Мне нравится, я ношу и буду носить. И буду носить. Вот, кстати, вот этот вот аромат, да, он тоже заходит вот на такую погоду уже потеплее. А, Тут много ванили. Так, дальше. Ксержов Италика. Это, кстати, 21 года. Я так понимаю, что то ли его переодели, то ли переформулировали, я не знаю. Но я так понимаю, что есть еще какая-то другая Италика. Я рассказывала об этом аромате. Мы с Ульяшкой были в Порту, и я тестировала, и мне не понравился его старт, но понравился на блотере уже открытый, раскрытый аромат, да, его база понравилась. И я заказала себе от Левант, чтобы его поносить. Мне очень понравилось. Очень. Я не чувствую больше вот этот вот пугающий. Я не помню. Там было такое ощущение, что что-то синтетическое на старте. Не знаю, чем он так стартует. Ну, в общем, если вы пробуете Италику, то знаете, ее надо либо поносить, либо на блотере дождаться открытия. И это потрясающе красиво. Это что-то такое миндальное, чуть-чуть сливочное, как будто бы там еще есть, это какой-то коктейль, как будто бы там еще есть лед, есть ваниль, и это очень-очень вкусно. Это вроде бы и вот гурманский аромат, но не из серии, да, вот точно печенька, как манталь, и хочется это съесть. Нет, это все-таки, так, немножечко я брызну, все-таки, ой, мне так нравится, боже мой. Тут есть такая горчинка вот этого миндаля, и есть ощущение цветов, белых цветов, как будто вот они сейчас, да, зацвели, и ты прям находишься под, может, даже это под какой-то вот белоцветочный аромат, черемуха, я не знаю, сакура, миндаль. Миндаль же цветет. Вот, возможно, это цветок миндаля. Это очень-очень красиво, с гурманскими нотками. Так, Экс Нihilo, My Sweetest Morphine. И, внимание, это есть Экс Nihilo Sweet Morphine, а это My Sweetest Morphine. Ароматы похожие по пирамиде, но я не пробовала, да, ой, господи, я не пробовала Sweet Morphine, поэтому не могу сравнить. Но этот мне нравится. Для меня это охапка цветов, и здесь есть альдегиды. По-моему, там то ли солнечные ноты, то ли какие-то вот такие заявленные ноты. Это альдегидность. Но это не Шанель номер 5, это не какие-то такие мощные, заявляющие о себе альдегиды. Нет, они в начале, они придают аромату свежесть, вот это вот ощущение весеннего воздуха, цветов. А, Мне очень нравится, и я его носила вот, ну, я не знаю, видите его, нет? Ну, короче, носила. Это нормально для меня. Нормально. И он довольно-таки стойкий для такого цветочного аромата. Он довольно стойкий. Это Пэш Кардинал. Это аромат про персик. Стартует он вот тоже, опять же, на старте может напугать как будто какой-то химозностью. Но меня, да, этим не проймешь. Я знаю, что старты часто бывают такие. И мне даже вот конкретно в этом аромате этот старт нравится. А потом аромат уже как-то более становится обволакивающим, гармоничным, он мягкий, он теплый. Персик и тубероза, тут, кстати, есть тубероза, они вот, ну, довольно-таки громко звучат. И вообще аромат довольно шлейфовый и стойкий. Мне нравится, и я думаю, что мне даже вот хватит надолго, именно потому что аромат сам по себе очень громкий и стойкий. В отзывах опять какие-то там, кстати, на фрагрантике, я его вслепую брала.
Там какие-то бои идут про него, но я опиралась на мнение Даши Феевой. Он очень нравится, этот аромат ей, и я решила взять, потому что часто у нас вкусы похожи по многим ароматам. Так, L'Atelier Parfum — это аромат, который мне Танечка Шеремет прислала. Так, я забыла, как читается это по-французски, я это читала. Господи, по-моему, это переводится как сердце, господи, сердце из лепестков, по-моему, так переводится. Это аромат про цветы, очень свежий, а, похож на Miss Dior Blooming Bouquet, очень похож. Но мне нравится больше, потому что он какой-то более густой, более насыщенный. Но это вот прям 100% весна. Это пионы, это такая свежая кустовая роза, это какая-то фруктовость, да, тут есть, по-моему, тут есть малина, причем малина в базе, да, что не часто бывает. В базе обычно какие-нибудь мускусы и деревяшки. А тут малина, по-моему, в нем она в базе. То есть чувствуется тут такая ягодность, фруктовость. Ну вот прям 100% весенний аромат. Про весну точнее, да. Если кому-то в любое время года захочется весны, то это к этому аромату. The Secret Collection Royal. Персик. Кстати, у меня так что-то как-то много персиков собралось. Но я, правда, последнее время полюбила персик. Персик. И тут есть ирис, тут есть амброксан. И это такой вот аромат, тихая роскошь на каждый день. Он невесомый, и он немножко запудривается к базе. Но вот этот персик, он остается таким освежающим лейтмотивом на протяжении звучания всего аромата. Так. Какой-то у меня, по-моему, паук ползает по стене. Ну ладно, пусть. Тут, кстати, так как стены тонкие довольно-таки в домах в Испании, тут можно встретить всяких там пауков, жучков с улицы, особенно если окно открыть на какое-то время. Потом надо быть осторожней. Так, расскажу вот про этот аромат. Это Lovely от Джессики, от Сары Джессики Паркер. Все равно мне этот аромат напоминает Нарцисса Родригес Фохё в черном кирпичике. Ну, есть что-то общее, ничего не могу с собой поделать, хотя да, он стартует лавандой. Он стартует однозначно такой свежей лавандой. Мне нравится. Мне нравится его вот этот старт, и то, что он напоминает мне Нарцисса Родригес, мой любимый, мне тоже нравится. Но, как я говорила, к базе аромат намного легче. В нем нет этого мускуса, который многих пугает, а лаванда тут освежающая, и в то же время аромат, да, он немного сладковатый, но вот этой лавандой он освежает. Я люблю его носить вечером. Вечером, вот после душа. Мне очень нравится наносить этот аромат. Или с утра. Тоже вот такое вот у него настроение, да. Хочется с ним быть в моменты расслабления. Вот. Очень мне нравится. По стойкости он, у него нормальная стойкость. Я не скажу, что он супер там шлейфовый стойкий. Ну, такая средняя, не знаю, мне кажется, часа 3, наверное. Да, часа 3. И сразу тогда к императрице от Dolce Gabbana. Какой-то, мне кажется, у этого аромата вторая жизнь какая-то, вторая волна популярности. Я не чувствую арбуз. Для меня это просто какие-то фрукты, возможно, даже груша. Арбуз там, возможно, тоже есть, но он однозначно не на первом плане. И немножечко какой-то цветочности, ну вот прям вообще на фоне где-то. Для меня это однозначно фруктовый аромат, и он для меня про свежесть, про чистоту.
Это аромат на каждый день. И я вспомнила, друзья, я помню, я искала аромат, я прям помню эту зиму, когда мне прям захотелось таких фруктов сочных и ярких. И я искала аромат, похожий на императрицу, мне прям хотелось вот такого. Но почему-то ни один консультант, я прям приходила, тогда еще у меня не было блога, еще верила в консультантов, что мне могут они подсказать, да, я приходила, говорила, описывала, что я хочу, и никто мне не предложил императрицу. Никто. Я в итоге купила пульп от Байреда и поняла, что у них, правда, есть пересечение. Вот эти сочные фрукты, созревшие, вот это их все-таки объединяет. Ну, понятно, что у Байреда там совсем по-другому аромат сделан, он более яркий, там кардамон, там фрукты прям уже не стали стесняться, они прям такие прям на грани. Здесь нет, я не чувствую тут никаких испорченных фруктов. Для меня они прям вот яркие, свежие, сочные. Да. Просто сравните, кому кажется, что здесь что-то испорченное, попробуйте пульп от Байреда, и вы поймете, что нет, там вообще все нормально. Так, Ателье Колонь, очень мне нравится этот чехол, Мимоса Индиго. Это аромат про кожу. Моему мужу очень понравилось. Он любит ароматы с кожей. Мне понравилось, как аромат звучит и на нем. Он на нем почему-то звучит более брутально. Если на мне все-таки аромат немного так он сглаживается, а кожа становится потише. И вот там мимоза я не чувствую. Вот честно скажу, мимоза так почему-то для меня тут и не открылась. Ну, вот какой-то, может, сладостью, да, такой. Но я чувствую кожу. И мне тут нравится солоноватая нотка сандала. Вот за что я прям обожаю этот аромат, за этот самый сандал. Ну, и весь аромат хорошо сделан, просто сандал именно солоноватый, моя любимая нота. Одна из любимых. Вот. Ариана от Parfums de Marly. Это флёр де оранж. Это маршмеллоу, сладенький. И такая в нем есть сахарность, карамельность. Если карамель, то она уже такая немножечко, да, подпаленная. Вот есть тут какой-то аромат. Я его принимаю то ли за аромат фундука, то ли... Нет, и точно не миндаль. Какая-то есть ореховость, но орехи как будто бы жареные, да, либо вот вот эта самая карамель, маршмеллоу и флёр де оранж, цитрусы сверху и аромат. Вот это сочетание теплого и холодного, сладкого и свежего. Вот за что я его люблю. Но, да, хочу заметить, что сочетание здесь очень гармоничное, очень плавные переходы вот эти, не такие, как в Синтре от Мема. Потому что там прям специально, мне кажется, такой контраст сделан. Мне нравится, но многих прям отпугивает это. Так, Жералом и это Госо. Вы знаете, я сначала, если вы помните, да, мои отношения с этим ароматом, я не поняла, о чем вот прям так все хайпуют до такой степени. Но когда я стала его носить, мне прям все больше и больше он начинает нравиться, все больше и больше. Прям рука к нему тянется. У меня даже есть такой иногда план, да, что вот я должна вот этим парфюмом попользоваться, вон тем. У меня некоторые начали парить, и план как бы их сейчас использовать активнее. Но рука частенько все равно тянется к нему, нарушая все планы. Здесь необычная тубероза, она для меня звучит как ананас в консервированной банке. Да, вот она такой эффект дает. Кто-то говорит про тропические фрукты, а кто-то говорит, что вот туберозы есть такой аспект, он вообще много где нет. Я такого аспекта нигде не встречала. Виноград, да. Землянику, да, много раз встречала. Но вот именно вот этот аспект, да, я не встречала. И я саму туберозу как таковую и не слышу. Еще тут есть такой сливочный, какой-то молочный, обволакивающий нюанс. И пачули. Пачули, вот те, которые к ангелу от Мюглер отсылают, но они тут намного тише, деликатнее, плавнее. Мне нравится. И даже вот
Я носила его, когда было прям тепло, было солнце, и он когда нагрелся, да, моя кожа нагрелась, аромат стал выдавать такие немного шоколадные пачули. Вот это прям супер. Я его хочу поносить, когда будет прям у нас очень-очень тепло. Я думаю, что будет еще более шоколадно. И это Alien от Mugler. Это туалетная вода, да. Первый мой Mugler, очень красивый флакон. Не чувствую тут прям такой натуральный жасмин, в котором всегда, ну практически всегда присутствует индольность. В этом индольности нет. Это уже такой приличный жасмин. Тут есть кашмиран в базе и цитрусы. Вот в верхних нотах прям такие яркие, свежие цитрусы. Аромат стартует очень свежо. Вот это мне в нем понравилось. В парфюмерной воде нет такого старта, поэтому вот с ней я не очень подружилась. Ну, может, не знаю, попробовать в холодную погоду, прям зимой, не знаю. Но этот мне нравится, я его ношу. Прям вот за этот свежий старт я его и люблю. И люблю. Поэтому он все-таки попал в мою коллекцию, в отличие от всех остальных мюглеров. Именно за свежий старт. И потом, да, аромат теплеет, жасмин, пачули, сладостью. Там есть эта сладкая нота. Я забыла, как она называется, но вы понимаете, о чем я. Это его химическое название, я не помню. Такие у меня ароматы весны, новенькие. Ну, я не знаю, еще впереди май, может быть, еще что-то я приобрету, но пока я не планирую. Все, друзья, спасибо, что вы были со мной, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, не забудьте подписаться на канал. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока.